Здравствуйте, мальчишки, девчонки, а также их родители. Вы, наверное, знаете из школьной программы, ну и вообще в целом по жизни, что такое оксюморон. Ну там сухая вода, горячий снег, коммунист Стас ай как просто. Но самый мой любимый оксюморон – это, конечно, Советская империя. Что такое империя? Идея о том, что Советский Союз был якобы империей, переживает новый ренессанс. Причем ее продвигают разные силы и спикеры с разными взглядами в разных странах мира. Буквально на прошлой неделе у нас выходило видео про российскую и украинскую школы в условиях войны. И вы видели, как даже на уровне учебных программ на территории Украины сейчас с утроенной силой напирают на тезис о том, что СССР якобы был империей, которая угнетала народы. А вот Россия сейчас, дескать, продолжает за Союзом его дело. Короче, якобы нет большой разницы между Российской империей, СССР и современной Россией. Все это империя, угнетавшая и угнетающая украинцев. Эта мысль настолько растиражирована, что страшно подумать, завладела даже українським тіктоком. З нас, українців, зробили щось нижче, другосортне, щось, що здатне тільки працювати і не здатне думати та відстояти себе. Нас примусили соромитися себе, и мы піддалися. Еще несколько лет назад у Олега Камолова на канале «Простые числа» выходил ролик про Среднюю Азию, в том числе с выдержками из их учебников. И там внезапно все то же самое. В общем-то и в Казахстане дискурс об имперской сущности СССР активно педалируется. В меньшей степени со стороны государства и в большей степени со стороны местных либералов и националистов, в том числе проектов, подсасывающих денежку у западных фондов. Свидетели Советской империи есть и среди российских аудитории, причем самой разной идейной направленности. Например, либералы еще во времена Гайдара говорили об этом и теперь снова рвутся в бой. Совершенно очевидно, что Советский Союз, это своего рода реинкарнация Российской империи, был, безусловно, основным источником зла в 20 веке. Возобновление Российской империи под большевистской красной звездой, вот это действительно неисчислимыми страданиями потом обернулось. С другой стороны, еще с 90-х годов цветут и иногда даже пахнут красные имперцы, для которых Советский Союз тоже империя, Красная империя. Но только если для всех прежде перечисленных это плохо, то для ребят типа Александра Проханова или Сергея Кургиняна это очень даже хорошо. Моя сверхзадача, как я понимаю ее сегодня, пропеть трагический и грозный гимн Красной империи сыном, солдатам, трубадуром, аналитиком и жрецом которой я являюсь. Александр Проханов. Ни одна русская империя не была выстроена так разумно, как империя советская, коммунистическая. Сергей Кургинян. После начала войны на территории Украины прокремлевские медиалица и ресурсы тоже начинают эксплуатировать тему с Советской империей, естественно, трактуя это также в позитивном ключе. Особенно меня позабавила в этом отношении проватская помойка под названием «Ридовка», для которой СССР — это имперское величие танков. Россия, будь она царская или советская, это красота вечной империи. Любой, кто говорит иначе, враг, каким бы флагом он ни прикрывался. Очевидно, что этот образ Советской империи удобен для многих, кроме научной истины и большинства народа. Что ж, давайте поговорим о том, почему Советский Союз не был империей и почему это, правда, невыгодно очень много кому. Короче, наливайте чаек, мы начинаем. Традиционный призыв подписываться на ресурсы Вестника Буря в социальных сетях, там есть куча материалов помимо видео. Подписывайтесь и на мой телеграм-канал, там тоже много всего интересного. А еще YouTube в России в обозримом будущем могут закрыть, поэтому причин подписаться на другие ресурсы много как никогда. Все ссылки найдете в описании. Также не забывайте, что ваши пожертвования являются единственным источником финансирования для выпуска нашего контента. Как видите, у нас регулярно выходят длинные
длинные по хронометражу ролики, и это требует не только сил, но и финансовых затрат. Способы поддержать проект рублем вы найдете также в описании. Спасибо всем, кто в эти непростые времена позволяет держаться нам на плаву и развиваться качественно. А мы переходим к имперскому Советскому Союзу. И хотелось бы начать с ответа на вопрос. Мирон, снова твой выход. Что такое империя? Вот если бы люди в России, в Украине, в Казахстане, в Средней Азии, много еще где грамотно отвечали бы на этот вопрос, то мне не пришлось бы делать этого ролика, но мы, к сожалению, живем не в лучшем из миров. Есть обывательское представление о том, что империя — это, дескать, просто большое государство. Если хотя бы на минутку включить голову, то становится понятным несостоятельность такой точки зрения. Больших стран много, но вряд ли кто-то додумается назвать нынешнюю Бразилию или Канаду или Индию империями. Нельзя отождествлять империю и с монархией. Та же французская колониальная империя с 19 века прекрасно существовала в форме республики. А если рассматривать еще и неоколониальные связи, то и сейчас имперская политика вовсе не обязательно связана с монархической формой правления. Обычная империя — это многонациональное государство, но и этого признака еще недостаточно. В противном случае, например, современную Испанию или Индонезию тоже можно было бы окрестить империями, что было бы крайне странно. В научной литературе тоже, кстати, нет полного консенсуса по вопросам признаков империи. Есть, например, абсолютно идеалистическое понимание того, что империя — это государство, в котором идеология доминирует над другими факторами политики. Может, какой-нибудь Александр Гельдж Дугин и согласился бы с этим, но, вспоминая британскую или французскую империи или бельгийскую, я что-то не помню, чтобы идеология доминировала над банальными и жестокими стремлениями эксплуатировать колонии. Империя — это, конечно, в первую очередь разговор не про идеологию, а про внутреннюю систему государства, в том числе структуру экономико-политических связей внутри него. Если мы не берем совсем уж изначальный древнеримский термин «империум», который нынче не особо применим, то империя — это в первую очередь государственная система, которая подразумевает существование внутри себя частей, различных по своему правовому, экономическому, национальному и культурному статусам. Проще говоря, существует центр империи, метрополия, в которой проживает титульная нация, и колонии, в которых обитают тамошние аборигены. Эти части имеют зачастую разный политический статус. Но главное, метрополия осуществляет экономическую эксплуатацию колоний. Обычно это проявляется в выкачивании ресурсов, неэквивалентном обмене в пользу метрополии. Поэтому неудивительно, что существование империй с конца 19 века тесно переплетается с развитием империализма, как стадии развития капитализма, со стремлением монополий к расширению, с формированием финансового капитала и активным вывозом капитала в колонии. Порой титульная имперская нация еще и осуществляет колонизацию, как делали, например, англичане, французы, русские в рамках Российской империи. Но колонизаторский атрибут здесь хоть и часто встречается, но не является обязательным. Напротив, есть, например, Израиль, который империей не является, но является колонизаторским государством с жесткой системой апартеида, о чем мы, кстати, говорили в одном из недавних роликов. И на самом деле, с помощью разного рода подлогов, манипуляций, Советский Союз по некоторым формальным признакам можно притянуть к шаблону империи. Якобы Россия была более привилегированной республикой, этакой метрополией в рамках Советского Союза, и якобы Москва и Россия эксплуатировали другие республики, а иногда и вообще устраивали там геноцид. Если посмотреть еще шире, то найдутся и те, кто будут воспринимать уже Советский Союз метрополией, а, например, Восточный блок его колониями. Дескать, Советский Союз эксплуатировал Восточную Европу и всячески ее подавлял. Занятно, что сам подход с рассмотрением СССР как империи зародился на Западе в годы Холодной войны. Он имел не только негативную коннотацию, но и серьезный политизированный пропагандистский подтекст. Потому что в рамках демократического дискурса, если империя существует, она должна умереть или быть уничтоженной. Это отмечает и исследователь и профессор Гарвардского университета Терри Мартин в своем известном труде «Империя положительной деятельности».
Марк Бессенджер отмечал, что до распада Советского Союза его именовали империей в основном лишь враждебно настроенные по отношению к нему аналитики, тогда как его сторонники или сохранявшие нейтралитет исследователи называли его государством. Терри Мартин «Империя положительной деятельности. Нации и национализм в СССР 1923-1939». А вот когда Советский Союз развалился, то идея Советской империи стала педалироваться повсеместно, в том числе на его осколках. Но об этом мы поговорим немножко позже. Мы не поймем в полной мере модели устройства Советского Союза, если не поймем, на каких идейных принципах он строился. Поэтому я хотел бы обратить внимание на идейную подоплеку национальной политики в рамках Советского Союза. Идейная база здесь состояла из нескольких частей. Первая идейная основа советской национальной политики – это марксизм и марксистский интернационализм. Идея о равенстве народов, об интернациональной солидарности и взаимопомощи трудящихся – вот это вот все. При этом национализм воспринимался как опасная маскирующаяся идеология, которая служит интересам правящих классов, но навязывается народом под видом общего блага. Отсюда же вытекал тезис Ленина о праве нации на самоопределение и борьбе с имперщиной и шовинизмом. Но тут все не так просто. Когда эта концепция стала воплощаться в жизнь, возникли споры, которые очень ярко проявились на 8-м съезде РКПБ в марте 1919 года. Пятаков и Бухарин выступали за борьбу не только с российским великодержавным шовинизмом, но и с национализмами малых народов России. Более того, оба выступали против идеи с правом нации на самоопределение, боясь, что растущие националистические тенденции попросту уничтожат молодое советское государство как таковое. Бухарин уточнил, что есть только воля пролетариата, а не фиктивная воля наций. Ленин и Сталин тогда заняли резко противоположную точку зрения, заявляя, что с одной стороны нужно, конечно, поддерживать и воспитывать пролетарский интернационализм, а с другой стороны жестко вдарить по великодержавному русскому национализму, но дать зеленый свет для развития национальных культур, самоопределения и самоуправления прочих народов бывшей империи. Трудящиеся массы других наций были полны недоверия к великороссам как нации кулацкой и давящей. Ленин, 1919 год. Преодолеть это недоверие и установить дружественные партнерские отношения между народами призвана была именно политика самоопределения. Более того, предоставив народам формы государственности и самоуправления, большевики раскалывали надклассовый национальный альянс внутри этих народов, целью которого было создание своей государственности. С помощью политики самоопределения советская власть производила классовое размежевание внутри малых народов, позволяя привлечь на свою сторону пролетариат и крестьянство, которые поддержали бы советскую политическую программу. Таким образом, лозунг о самоопределении в конечном счете служил марксистскому тезису о единстве трудящихся разных национальностей. Именно эта позиция и ляжет в основу национальной политики советского государства. И такая ставка во многом сыграла, чего только стоили латышские стрелки, без которых победу в революции и гражданской войне в принципе сложно представить. Почему такое доверие оказывала партия, советское правительство латышским стрелкам? Почему такое доверие оказывал? Потому что они в 17 году на втором съезде приняли резолюцию, что они переходят на сторону Ленина за власть Советов. Вот поэтому второе, латышские стрелки состояли в основном из батраков и рабочих. И в латышских частях было очень много, как сказать, большой процент коммунистов, которые воспитывали нас. Вот я в 13 лет попал в 7-й латышский батальон. А в 18-м было 15 лет. А мне было 17. Сколько вам было в 18 году? 19. Тут, правда, может возникнуть вопрос, а может быть не стоило поддерживать вот эти вот местные национальные идентичности? Может быть, нужно было работать над слитием всех народов воедино? Но тут нужно учитывать еще одну идейную основу Ленина по вопросу о национальностях. Это марксистское понимание модернизации.
Строительство нации рассматривалось как результат развития капиталистических отношений, что, в свою очередь, выливалось в образование национальных государств в буржуазной эпохе. Но вот незадача. Социалистическая революция победила на обломках бывшей империи, где огромное количество народов еще не дооформилось как нации. При этом и Ленин, и Сталин, и большинство кадров партии понимало, что формирование и развитие нации — это объективный исторический процесс, который просто нельзя отменить или купировать. С этим нужно считаться. Это часть процесса модернизации. В общем-то, Сталин еще до 1917 года писал, что социалистическая революция не приведет к формированию однородной национальной массы, а обернется расцветом местных культур и формированием народов. Поэтому большевиками была принята идея модернизации национальных окраин, поддержки национальных культур при одновременном удержании националистической составляющей в русле советского строительства. Недаром в те годы Сталин писал о советских национальных культурах, национальных по форме, социалистических по содержанию. Мы гарантируем максимальное развитие национальной культуры для того, чтобы она исчерпала себя полностью и тем самым создала основу для формирования интернациональной социалистической культуры. Сталин. То есть развитие национальных культур расценивалось как такой необходимый исторический этап. Это было очень даже кстати, учитывая, что национализм малых народов на фоне революции и гражданской войны принял просто небывалые размахи. При этом российская государственность была уже имперской. Русский народ обладал сформированной богатой культурой, то есть он как раз прошел необходимые стадии модернизационного развития. И вот тут окончательно формируется теория Ленина и Сталина о национализме малых народов, которые могут быть частично прогрессивными, и реакционном национализме имперских наций. Собственно, это третья основа, на которой формировалась советская национальная политика, особенно в ранний период. В национализме малых народов многие лидеры большевиков видели общедемократическое содержание, в русском же национализме — реакционную имперщину. Именно поэтому раз за разом Ленин в поздних работах возвращается к этой теме, клеймя бюрократическую шовинистическую шваль, засевшую в российском чиновничестве, и вскрывая, что партии большевиков самой нужно скорее очищаться от великорусских державных предрассудков. Фактически тут Ленин со товарищей изобрели то, что сегодня называется позитивной дискриминацией. Чтобы выпрямить палку, нужно выгнуть ее в обратную сторону. Отобрать привилегии у русского народа и дать их прочим народам. Нерусские массы должны увидеть, что советская власть и ее органы являются делом их собственных усилий, воплощения их желаний. Советская власть, до последнего времени являвшаяся властью русской, станет властью не только русской, но и междунациональной, родной для крестьян ранее угнетенных национальностей. Зиновьев говорил в 1923 году. Мы должны помочь нерусскому народу создать свою школу, должны ему помочь создать свою администрацию на родном языке. Коммунисты не должны стоять в сторонке и выдумывать мудренное слово «нейтральность». Нейтральность в национальной политике — это путь к ассимиляции русским народом прочих народностей. Так считали большевики. Потому что русских, тупо больше. Потому что у русских более развитая экономика и образование. Поэтому нужно было бросить все силы на поддержку именно национальных меньшинств. Север — особая страница в истории нашего государства. В 26-м при отделе национальных меньшинств Народного комиссариата по делам национальностей действовал специальный подотдел по охране, управлению и развитию народов Севера России. Обратите внимание на это слово «по охране». Нужно было сохранить от вымирания каждый, даже самый малый народ. Да, конечно, национализм малых народов тоже не считался каким-то сверхблагом. Более того, он считался злом, если он скатывался в какую-то буржуазную или консервативную или антисоветскую повестку. Но в остальных случаях он считался таким меньшим из зол и этакой исторической необходимостью. Пройдут десятилетия или, может быть, даже столетия, и национальные культуры, пройдя через модернизационный скачок, уже будут сливаться в одну единую советскую культуру. Но нельзя здесь бежать впереди истории.
И такова была идейная позиция большевиков. Наконец, еще одна основа национальной политики имела внешнеполитическую ориентацию. Показывая пример самоопределения наций, развития их экономик и культур внутри Советской России, а затем и Советского Союза, большевики расшатывали империализм и реакционные режимы в мировых масштабах. Во-первых, те части советских народов, которые оказались разделены границами, например, украинцы и белорусы между СССР и Польшей, видели, что их соплеменники по советскую сторону границы получают большую культурно-экономическую свободу, чем они, и поддерживали таким образом советскую систему. А во-вторых, народы колониальных империй, видя подобный пример, с большим энтузиазмом поднимались на борьбу. Примечательно в этом плане обращение советской власти к народам Востока, которым показывался пример пути в светлое и прогрессивное будущее без эксплуатации. В общем-то, заслуги СССР в крушении колониальных империй сложно переоценить. И вот даже из этих идеологических позиций видно, что там не было не только ничего имперского, там была просто какая-то радикальная антиимперщина. Большевики впервые в истории попробовали построить наднациональное государство не просто на принципах всеобщего равенства, но на принципах частичного ущемления интересов бывшей имперской нации. И, в общем-то, поэтому СССР часто называют империей наоборот. Но давайте же все-таки посмотрим, как это обернулось на практике, потому что, может быть, вот эти вот теоретические построения большевиков вообще никак не отразились на жизни. Итак, как мы говорили, основа имперской экономической политики состоит в хозяйственной эксплуатации колоний, выкачивании ресурсов в пользу метрополии. Большевики были настолько имперцами, что в 1923 году принимается программа экономического выравнивания между регионами. Остро ставится вопрос об улучшении работы госаппарата. Большое внимание уделяется смычке города и деревни, преодолению экономического и культурного неравенства между народами страны. Состав ЦК партии по совету Ленина решено увеличить. Здесь, в Андреевском зале Кремля, определялся характер 1923 года, года большой стройки, года больших перемен в хозяйстве страны и сознании людей. Одной из важнейших точек приложения всех сил было строительство Волховской ГЭС. Так выглядела строительная площадка весной 1923 года. Сохранились кадры кинохроники, на которых мы видим автора проекта и главного инженера Волховстроя Графтио, он в центре. Не правда ли, это может показаться парадоксальным? Вручную или с помощью самых примитивных орудий труда, самой допотопной тягловой силы ведется установка и монтаж мощнейших в Европе турбин. Само время рождало эти парадоксы. Тогда это казалось какой-то невероятной сказкой. Вот представьте, ровно 100 лет назад центральные районы России или города Украины с кадровой базой, заводским производством, относительно высоким уровнем грамотности. С другой стороны, степи и горы Средней Азии, Казахстана или немалая часть Кавказа и Сибири с Дальним Востоком, где еще родоплеменной строй-то не до конца разложился. Казалось, что невозможно поднять это все на один высокий технологический и образовательный уровень. И, маленький спойлер, за 70 лет полного экономического выравнивания так и не произошло. Все равно, если мы смотрим на данные, обратите внимание на экран, то по доходам, по ВВП, конечно, жизнь в республиках отличалась. Но с 1923 года начинается невероятный модернизационный рывок, осуществленный в национальных окраинах за счет поддержки со стороны российских инвестиций, дотаций и кадровых вливаний. И продолжался он до последних лет существования Союза, что является важнейшей составляющей экономического рывка. Естественно, грамотные кадры. На экране вы видите таблицу по распределению уровня грамотности среди народов СССР в 1926 году. Понятное дело, что в те годы многое быстро менялось. 7 лет как шла активная борьба с неграмотностью, но все же мы видим невероятную неравномерность в уровне грамотности среди населения. У народов Востока она в те годы была порой на уровне 2-5%. Естественно, ни о каком экономическом выравнивании
выравнивания, с такой ситуацией в образовании речи идти не могло. Поэтому огромные усилия были брошены на формирование кадровой базы в республиках. Нельзя сказать, что преодоление ситуации с экономическим разрывом шло гладко. В 1923 году принимается план по перемещению заводов из центральной России на восток, но проект забуксовал из-за недостатка денежных средств. Зато через 5-7 лет, когда начнется индустриализация, многое будет восполнено с лихвой. Буржуазные теоретики твердили, что социализм – явление чисто европейское, что он неприемлем для восточных народов, которые они объявляли традиционно инертными. Когда за 45 дней представители советских республик Средней Азии построили 270-километровый Ферганский канал, это было справедливо воспринято как убедительная демонстрация уникальных возможностей нового общественного строя. 18 миллионов кубометров грунта, вынутых на трассе канала, легли в основание памятника трудовому подвигу братских народов. Но не менее важно и то, что Великая Стройка создала условия для массового трудового героизма, подарила истории страны тысячи новых выдающихся имен. Канал дал жизнь сотням тысяч гектаров безжизненных пустынных земель, положил начало интенсивному развитию земледелия республик Средней Азии. Причем нужно отдать должное кадрам из Средней Азии, Кавказа, Сибири. В 20-е годы они буквально выдирали деньги у центра на вот эти вот культурные фонды. Благодаря такому лоббированию в 1924-25 годах был создан культурный фонд в 5 миллионов рублей, по тем временам огромные деньги, для того, чтобы удовлетворить потребности культурно отсталых автономных регионов. Довольно неплохая империя, заметьте, где все национальности представлены в управляющих органах и влияют на распределение центральных бюджетов. Вообще забавно, что в 2023 году сам термин «культурно отсталый регион» является даже каким-то обидным, что ли. А вот тогда местные чиновники специально называли свои регионы культурно отсталыми, чтобы выбить большее финансирование со стороны центра. Модернизация экономически и культурно отстающих регионов осуществлялась по нескольким линиям. Во-первых, как я уже сказал, развитие местного образования и инвестиции в него. Для этого, к слову, для десятков народов создаются с нуля письменность под их языки. У меня был друг Тетеин. Как-то он вспоминал старое время и говорил мне: вот когда я был молодой, я думал, что способность читать и писать, способность различать следы человеческой речи на бумаге и наносить их на белую бумагу – это природное свойство белого человека. Это то, что его отличало от нас, так же, как отличала от нас его светлая кожа, большая борода, светлые волосы. И когда пришли первые русские учителя и сказали, что вот мы будем учить вас грамоте, учить вас читать и писать, многие из нас не поверили. Как же так? Это значит, выходит, нас будут делать немного другими. И только через много лет, когда я сам научился читать и писать, рассказал Нутете, я понял, что, в общем-то, это должно быть свойством всех людей на Земле. Во-вторых, это инвестиции в инфраструктуру, производство и банальные дотации на увеличение потребления. В-третьих, это усиленный приток квалифицированных кадров из РСФСР, Украины, Беларуси, которые способствовали подъему местного хозяйства. Сейчас некоторые националисты в уже независимых государствах пытаются представить это как колонизацию. Ну, мол, смотрите, вот русских, например, в Казахстане стало на какой-то период времени даже чуть больше, чем самих казахов. Ужас, колонизация. Но вся фишка в том, что интеллигенцию и кадры из местного населения нужно было создавать буквально с нуля. Строительство и работа заводов, возведение городов и коммуникаций, ирригационных сооружений тоже буквально с нуля. Все это требовало притока квалифицированных
российских кадров. При этом приезжие кадры не формировали основу местного управления. Привилегия на избрание на руководящие посты все равно была у местных, о чем мы еще скажем далее. И политика модернизации национальных республик, в общем-то, давала свои плоды. Если в 1926 году в Таджикистане, как мы видели, грамотность была всего в несколько процентов, то в 1970 году 99%. Количество учителей здесь за это время выросло в 4000 раз. Количество больниц в 280 раз. Детская смертность снизилась в 7 раз. Во многом похожая ситуация была и в Узбекистане. Ташкент застраивался столь активно, что стал первым и, возможно, единственным крупным городом в СССР, где ликвидировали все бараки и коммунальные квартиры. В Азербайджане на момент революции тоже с грамотностью было все очень печально. Через десятилетия молодежь была уже почти поголовно грамотной. К 1941 году в Азербайджане работало уже 2500 врачей, в то время как до революции их насчитывалось лишь 291. И в дальнейшем это число неуклонно росло. Ведь это 40 лет не такой большой срок. Но если мы посмотрим, какие успехи достигнуты нашей республикой за эти годы, это колоссальное. Мы видим, как развилась нефтеперерабатывающая, нефтехимическая и химическая промышленности. Выросли такие мощные города, как Сумгаит, Мингичаур, Кировабад. И вот на примере Азербайджана мы видим, какой успех достигнут нашей страной за эти годы. Политика экономического выравнивания видна была даже во многих экономических показателях. Республики платили меньше налогов в общесоюзный бюджет. Например, если РСФСР на рубеже 70-80-х годов могла оставить не более 40% собранных на ее территории налогов, то прибалтийские республики 45-50%, а республики Средней Азии почти 100%. Далее общесоюзные органы направляли в прибалтийские республики квалифицированную рабочую силу в наукоемкие производства, хотя прирост населения в РСФСР и в прибалтийских республиках был одинаковым. Татьяна Суздалева, Советская империя или Содружество наций? Примечательны были и объемы прямых инвестиций и плановое развитие экономик республик. Например, рост производства электроэнергии косвенно, в общем-то, характеризует рост промышленности и модернизацию городов. И здесь показатели прочих республик в большинстве своем значительно опережали показатели роста в РСФСР. Средний рост производства электроэнергии по всему Союзу с 1950 по 90-е годы составил 18,9 раза. По РСФСР 17,1 раза, то есть ниже общесоюзных темпов. А вот самое значительное изменение наблюдается в Молдове. Рост производства электроэнергии в 157 раз, в Литовской ССР в 142 раза и в Таджикистане в 91 раз. Также показательным является и выпуск стали. По СССР с 50 по 90 годы рост ее выплавки составил 5,7 раза. По РСФСР 4,8 раза, то есть опять же ниже общесоюзных темпов. А вот по Беларуси в 226 раз, в Казахской ССР в 51 раз. В результате мы получаем формирование мощного промышленного кластера на территории указанных республик. Ну и по многим другим показателям наблюдается приблизительно такая же ситуация, перечислять можно долго. Неплохо так вели имперскую политику советские угнетатели. Причем строительство заводов, инфраструктурных объектов осуществлялись здесь не для выкачивания прибылей из периферии в центр. Нет, здесь действовала абсолютно иная экономическая схема. Да что там говорить, в чертовой русской метрополии в рамках СССР уровень потребления был ниже, чем в ряде угнетаемых республик. Для примера, вот мы открываем доклад 1954 года о потреблении продуктов в республиках. По той же калорийности питания прибалтийские республики и Грузия обходили РСФСР. И после РСФСР никогда не была самой процветающей республикой Союза. Плюс, об этом было сказано уже миллиард триллионов раз, но
я все-таки повторю, вплоть до конца советского периода практически все республики СССР были дотационными. Донорами были РСФСР и Беларусь. Украина тоже была близка к нулевому балансу, иногда нулевой баланс превышал Казахстан. Со всем остальным было весьма и весьма занятно. Республики производили меньше, чем потребляли. На экране вы видите таблицу второй половины 80-х годов. Можете просто нажать на паузу и изучить спокойно. Верхняя строка — годовое производство на душу населения, нижняя — потребление на душу населения. Например, в РСФСР в 1990 году производили на 17,5 тысяч долларов на человека, а напотребляли на 11,8 тысяч долларов на человека, то есть на треть меньше. В Беларуси примерно та же ситуация. Зато, например, в Грузии производилось примерно в 4 раза меньше на душу населения, чем потреблялось. Да и что уж там говорить, даже прибалтийские республики, несмотря на их развитость индустрии, мощный кадровый потенциал, все равно подпитывались за счет перераспределения. Даже бюджет РСФСР формировался уже после бюджетов прочих республик, чтобы сбалансировать доходы и расходы. А теперь давайте вспомним реальные колониальные державы. Ну там, Англию, Францию, Бельгию. Мы видим, что Советский Союз вообще не подходит под экономические стандарты империи. Можно, например, сказать, что в Советском Союзе в разных республиках была разная экономическая специализация. Ну, например, в Средней Азии производились сельскохозяйственные какие-то продукты, а вот Беларусь была таким высокотехнологичным сборочным цехом Советского Союза. Но, во-первых, экономическая специализация в рамках даже одного государства – это нормально. А во-вторых, советская власть даже в сельскохозяйственных регионах типа Молдовы или республик Средней Азии не создавала банановых республик, которые были бы ориентированы на 1, 2, 3 товара. Нет, она развивала здесь параллельно и промышленность, и инфраструктуру, и культуру. Однако экономика здесь только одна из сторон процесса. Давайте посмотрим на культуру, на кадры и на политическое устройство. Всякого рода мутные либеральные личности сейчас активно продвигают тему деколонизации России. Так вот, большевики произвели реальную деколонизацию, при этом сохранив единую государственную структуру. В начале 20-х годов начинается создание автономии, к чему большевики подошли со всей революционной прямотой. Поскольку национальные меньшинства порой были раскиданы по большим территориям, то разрешается создание мелких автономий, вплоть до отдельных советов на местах. То есть возникают не только крупные автономии типа башкирской, мордовской, автономии немцев Поволжья, но и сотни национальных районов и тысячи национальных советов. То есть вот есть в Нижегородской области, например, татарское село. Там есть сельсовет. И он обладает национальной автономией. Просто чтобы вы понимали масштабы. Только на территории РСФСР к 1 декабря 1933 года было 117 национальных районов, в том числе 50 украинских, и более 3000 национальных сельсоветов. И это все великолепие имело права национальных автономий. Более того, советская имперскость дошла до того, что к метрополии не присоединялись земли, а наоборот отрезались от нее. Вот это, если что, карта РСФСР начала 20-х годов. Заметьте, сильно отличается от современной России. В 1924 году коварные колонизаторы отрезали от РСФСР Узбекскую и Туркменскую республики. В 1929 от Узбекской была выделена еще и Таджикская. В 1936 году гигантские пространства выделяются из РСФСР в отдельную Казахскую Советскую Республику. Ух, невероятный накал имперщины. Более того, поскольку процессы этногенеза в ряде случаев еще не были завершены, то советская власть по согласованию с местными чиновниками иногда укрупняла малые народы, присоединяя к ним близлежащие народности или племена. Так, например, памирские народности были присоединены к таджикам, сартов присоединили к узбекам и так далее. Племенные жусы на территории Казахстана слили в единый казахский народ, развивая его национальную культуру. Да, была допущена масса ошибок, я тут даже никого оправдывать не собираюсь. Да, часто, например, территориальные разграничения производились так, что они готовили почву для будущих межнациональных конфликтов. Например, в Средней Азии, на Кавказе, да на территории той же Украины. Да, тут критиковать и посыпать голову пеплом можно очень долго, но единственное, в чем нельзя упрекнуть советскую власть,
это в имперскости. Да, определенный разворот в национально-территориальной политике произошел во второй половине 30-х годов. 17 декабря 1937 года Политбюро ЦК ВКПБ утвердило постановление о ликвидации национальных районов и сельсоветов, в котором говорилось, что существование национальных районов и сельсоветов не оправдывается национальным составом их населения. Кроме того, специальная проверка выявила, что многие из этих районов были созданы врагами народа с вредительскими целями. Но даже несмотря на это, большая часть крупных автономий и национальные республики с местным национальным руководством продолжали функционировать вплоть до 1991 года. И тут, конечно, нельзя не сказать о национальных кадрах и национальной культуре в республиках. Как известно, в 1923 году во весь опор пускается политика, которую назовут коренизацией. Это политика развития национальных культур и формирования национального слоя нерусских управленцев, связанная с практикой позитивной дискриминации в отношении русского населения. Школы и делопроизводство переводят на местные языки. Приоритет на поступление в местные вузы у коренного населения. Приоритет в государственной службе на местах тоже у коренного населения. Самым главным примером здесь становится Украина. Вообще сказать, языковая и культурная политика украинских властей после Евромайдана не кажется такой уж лютой в сравнении со сплошной украинизацией 20-х, начала 30-х годов. Сотрудники государственных учреждений и государственных торгово-промышленных предприятий, у которых замечено будет отрицательное отношение к украинизации, выражающееся в том, что за истекший период они не принимали никаких мер к изучению украинского языка, могут быть администрацией этих учреждений и предприятий уволены без выдачи выходного пособия. Совместное постановление Всеукраинского Центрального исполнительного комитета и Совета народных комиссаров УССР о мерах срочного проведения полной украинизации советского аппарата 30 апреля 1925 года. Подобная политика в школах, заведениях культуры, аппарате управления встречала часто недовольство и саботаж, но все равно продавливалась всеми силами. Тот же Терри Мартин в своей работе делает вывод, что коренизация на территории Украины сделала огромный рывок, закрепив, например, украинский язык в культуре, в делопроизводстве, но всеобщая украинизация все же потерпела провал. В 1932 году политику коренизации начинают сворачивать. До сих пор ведутся споры, почему. Самые простые и глуповатые ответы — то, что Сталин был великодержавным русским шовинистом и хотел подавить народы. Это особенно забавно, учитывая, что он же отчасти руководил политикой коренизации до этого. Скорее всего, роль сыграли несколько факторов. С одной стороны, национальное управление в республиках уже сложилось, и оно, к слову, сохранялось до конца существования СССР. То есть дополнительные меры были уже как бы избыточными. С другой стороны, уже был дан импульс для развития национальных культур, и он, к слову, не подавлялся и впредь. С третьей стороны, до центрального советского руководства через органы ОГПУ дошла информация, что коренизация способствует не только развитию национальных культур, но и росту буржуазного антисоветского национализма на местах. Это в преддверии войны могло способствовать развалу единого государства. Этим же, к слову, можно объяснить и волны репрессий, в том числе против местных номенклатурщиков и деятелей культуры в 30-е годы. С четвертой стороны, национальные окраины активнее всего оказывали противодействие политике коллективизации. С пятой стороны, росло недовольство среди русского населения касательно ущемления его прав. Короче, ущемления местных культур и впредь не было. Национальные кадры готовились, но в 1932-33 годах намечается этакий русский поворот. Русский язык вводится повсеместно как второй обязательный, происходит реабилитация российской истории, пика это достигнет в годы Великой Отечественной войны и сразу после нее. Кстати, на канале Ленин Крю было хорошее видео про этот русский разворот советской идеологии, ссылка на него будет в описании. Но после смерти Сталина от напирания на русскость снова частично отошли. Более того, исследовательница Татьяна Суздалева утверждает, что в 1953 году был новый поворот в сторону коренизации. После 1953 года началась новая волна коренизации в республиках, перераспределения власти в пользу национальных регионов.
В Литве и Латвии началось увольнение русских работников. В Латвии перевод делопроизводства на латышский язык. Но на рубеже 1950-60-х годов решения партийных органов республик без согласования с центром стали расцениваться как националистические ошибки. В этом обвинили руководство Латвии, Азербайджана, Туркмении. То есть в этом плане мы имеем дело с зигзагами и серьезными колебаниями в национальной политике. Но даже, несмотря на реальные эксцессы типа депортации народов, имперскость и здесь стоит под большим сомнением. Кстати, занятно, что с 60-х годов довольно активно начинают говорить о появлении новой общности советского народа. При этом реальных действий по развитию этой наднациональной общности, которая могла бы заменить собой общности национальные, предпринималось крайне и крайне мало. Более того, есть еще пара важных административных моментов. Первый. Он касается федеративности. Если мы почитаем классический труд Ленина под названием «Государство и революция», то увидим, что Ильич выступал против федерации и за унитарное централизованное государство. Но вот пройдет буквально несколько лет, и лидер большевиков, который станет уже главой советского правительства, резко поменяет свою точку зрения, выступая не только против унитарной, но даже против умеренно федеративной политики, всячески продвигая идею организации СССР на фактически конфедеративных основаниях. Конечно, можно сказать, что на практике свобода национальности была реализована не полностью, что Советский Союз оставался жестко централизованной системой, но все же федеративные механизмы отчасти работали, в том числе при формировании единых органов управления, что опять же не шибко вяжется с имперщиной. Момент второй. У каждой республики была своя коммунистическая партия. Все вместе они входили в состав Всесоюзной Компартии. И единственная республика, у которой не было своей Компартии, была... Ну, давайте, угадайте. Ну, не угадаете же. Да, вот эта вот республика, она на карте. На самом деле мудрое решение, снимавшее потенциальную проблему соперничества российской и общесоюзной власти. Того, что будет, например, происходить в конце 80-х, начале 90-х годов. И еще один момент. Стоит обратить внимание на национальный состав не только республиканских, но и общенационального руководства. Во-первых, понятно, что до 1936 года на съездах Советов, если что это верховный представительный орган управления страной, были представители от Советов по всему Союзу, в том числе из республик. После конституционной реформы 1936 года в Верховном Совете обе палаты, и Совет Союза, и Совет национальностей, включали делегатов со всего Союза. Сложно представить себе, чтобы в рамках империи, метрополией управляли колониальные аборигены. Во-вторых, то же самое касается и высших партийных органов. Часто представители братских республик занимали самые важные должности в общесоюзном руководстве. Вы можете себе представить, чтобы высшим партийным руководителем в современной России и ее символом на международной арене был представитель нацменьшинств, по-русски-то говорящий с акцентом? Я вот с трудом. А тогда вполне оставлю в описании ссылку на статью о национальном составе высших партийных органов. Там, я скажу вам, картина очень и очень пестрая. В одном только политбюро ЦК КПСС за всю его историю было порядка 30% представителей нерусского населения. А далее вниз по структурам еще и еще больше. И если мы глянем на постсоветских лидеров на просторах СНГ, то без труда увидим, что такие люди, как Шеварднадзе, Назарбаев, Алиев и далее по списку, это же бывшие большие шишки не просто местного, но и общесоюзного значения. Назарбаева вообще прочили в преемнике Горбачеву, если что. И вот в такой ситуации мы в очередной раз задаемся вопросом, черт возьми, где тут имперщина? Да, нельзя сказать, что советская национальная политика была идеальной, что она происходила без эксцессов, без своих, реально драм. Тут можно вспомнить и депортацию народов, и уже упомянутое разграничение территорий. Причем, об этом говорят немного, но первые-то депортации касались именно русского населения. 60 тысяч казаков было депортировано с Терека. Русское население в начале 20-х в ходе проведения земельной реформы было депортировано из части Казахстана. Но по сумме факторов все равно вот эту вот политику нельзя назвать имперской. Еще забавнее выглядят попытки натянуть на Советский Союз образ не просто империи, но империалиста. Мол, смотрите, сверхмонополизированная экономика, проявление внешней экспансии. Все,
советский империализм. Но только вся фишка в том, что в Советском Союзе не было финансового капитала, не было вывоза капиталов. Вообще структурно советская экономика была абсолютно иной, нежели экономики империалистических стран. И, кстати, слоя крупных капиталистов там тоже не было, а все попытки приравнять партноменклатуру к финансовым олигархам — это уже даже не натягивание совы на глобус, это самый вульгарный подлог. Но подождите, РСФСР, допустим, не была метрополией по отношению к другим советским республикам. Но, может быть, Советский Союз был метрополией по отношению к соцлагерю? С одной стороны, мы видели случаи, когда в действиях СССР виделись признаки имперского подчинения стран соцлагеря. Компартии были довольно жестко завязаны на международный отдел при ЦК КПСС. Мы видели, как Советский Союз, например, мог вмешиваться во внутренние дела восточноевропейских и центральноевропейских стран. В ГДР в 1953-м, в Венгрии в 1956-м, в Чехословакии в 1968-м. Можно сейчас долго рассуждать, насколько эти действия были оправданы, но факт в том, что они были. При этом, если смотреть предметно и комплексно, разбирая каждый случай, то ситуация выходит уже несколько иной. Была ли, например, Куба колонией СССР и жертвой имперской политики? Столько денег в экономику Кубы, сколько было влито за 30 лет после революции на острове Свободы, не вливал никто и никогда. Неэквивалентный обмен действительно был, но он был, наоборот, невыгодным в сторону СССР. Так что по классическим имперским схемам можно назвать СССР колонией Кубы. При этом Фидель проводил вполне себе самостоятельную и внутреннюю, и внешнюю политики. В общем-то, и с восточноевропейскими странами с чисто экономической точки зрения имперские шаблоны в принципе не влазят в ситуацию. Поначалу, после образования Совета экономической взаимопомощи в 1949 году, западные ангажированные экономисты пытались доказать, что Советский Союз по-имперски обирает Восточную Европу. При этом тогда не было серьезной статистики, и поэтому суждения были в значительной степени умозрительными. Однако позже наибольшее признание получил подход Мазера и Вейньюса, которые на основе огромного массива статистических данных показали в 1983 году, что советское руководство субсидировало восточноевропейские страны за счет заниженных экспортных цен. Убедительные выводы Мареза и Вейньюса окончательно подтвердились в 1990 году, когда повышение экспортных цен со стороны СССР стало в итоге главной причиной самороспуска СЭФ. В середине 90-х годов Стоун в своей монографии об экономических отношениях внутри соцлагеря предоставил в качестве доказательств того, что советское руководство поддерживало экономики соцлагеря, целый ряд интервью с бывшими чиновниками социалистических правительств восточноевропейских стран. При этом абсолютно неверным было бы заявлять, что Советский Союз прикармливал своих союзников, делая из них безвольных марионеток. В процессе принятия тех же экономических решений по спорным вопросам между странами нередко разгорались конфликты. Проведенный профессором РАН Михаилом Липкиным анализ многостороннего сотрудничества в рамках СЭФ показал, что многие инициативы провалились только потому, что одна или несколько стран считали их для себя экономически нецелесообразными. И уж тем более было бы странным называть колониальной связь между СССР и африканскими странами. В 1960 году 17 африканских колоний получили независимость, не в последнюю очередь благодаря усилиям Советского Союза. В дальнейшем к ним присоединяются и другие страны. И, конечно, военное, экономическое, дипломатическое сотрудничество между СССР и Африкой шло полным ходом. Советский Союз выдавал кредиты, получал по льготным условиям сырье из Африки. Например, до перестройки 30% потребностей СССР в алюминии удовлетворялось за счет гвинейского сырья. Но мало кому придет в голову мысль о колониальной зависимости африканских стран от СССР. В общем-то, и исследователи-африканисты отмечают, что политика Советского Союза на Черном континенте имела совершенно иной характер. Советский Союз проводил совершенно другую политику. Советский Союз относился к африканским государствам как действительно полноценным, независимым государствам. Крупнейшим экономическим объектом в Африке стала Асуанская плотина, которая была разработана и построена при помощи советских специалистов. Она существует до сих пор и является главным гидротехническим сооружением Африки. Федор Гайда, доктор исторических наук, доцент исторического факультета МГУ. С первых дней существования независимых государств Советский Союз протянул им братскую руку помощи.
станки для развивающейся промышленности, медикаменты, продовольствие. Специалисты всех профилей с увлечением передавали свой опыт. Одна из острейших проблем развивающихся стран была нехватка кадров. За прошедшие 17 лет в высших заведениях нашей страны подготовлены десятки тысяч специалистов. 1 октября 1960 года начался первый учебный год в Университете дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Неудивительно, что во Франции я и мои товарищи встретили целый ряд африканцев, лютых фанатов Советского Союза, потому что для них Советский Союз отождествляется до сих пор с деколонизацией, с помощью народам Африки. То есть память об этом и благодарность за это живы, в общем-то, до сих пор. Короче говоря, да, определенная зависимость между соцблоком и СССР, африканскими странами и СССР действительно была. Но назвать ее колониальной, не получается. Нет, возможно, среди зрителей этого видео найдутся те, кто скажут что-то типа, я художник, я так вижу. И для меня все равно Советский Союз является империей, а все остальное колониями. Но, друзья мои, есть определение империи, есть научное понятие империи, и Советский Союз под него не подходит. Но то, что Советский Союз под него не подходит, это очень неудобный факт в сегодняшнем мире. Желание даже очень аккуратно оспорить колонизаторскую сущность СССР в бывших республиках встречает порой просто остервенелую реакцию. Вот недавно, например, казахстанский блогер и телеведущий Ержан Рашев усомнился в том, что Казахстан был колонией СССР, и словил немало хейта, потому что местную либеральную и правую аудиторию уже научили думать иначе. Концепция ведь очень выгодная. Во-первых, правящие классы теперь уже не союзных республик с помощью идеи Советской империи, подавлявшей колонии, решают вопрос сплочения наций, создавая национальную мифологию. А ничто не объединяет так, как общие победы или общие страдания, унижения и наличие общего врага, который все это делал или делает. Короче, даже если не было угнетения, то его стоило бы придумать. Во-вторых, с помощью подобной мифологии правящий класс создает идеологическую зону безопасности вокруг себя. Дескать, в прошлый раз, когда народ хотел построить справедливое общество без эксплуатации, это обернулось одними бедами. И вообще, эти ваши коммунизм, дружба между народами оборачиваются только тем, что русские всех угнетают. Так что стойте в стойле ровно, лучший мир построить нельзя. В-третьих, естественно, столкновение западного и современного российского империализма, в которое вылилось в украинскую войну, дает стимул тем же западным фондам всячески подпитывать проекты и инициативы, вбивающие клин между Россией и странами бывшего СССР. В-четвертых, для нынешней российской элиты, которая как раз-таки проводит политику куда более похожую на имперскую, представления о Советской империи тоже выгодны. Они позволяют задурить собственное население, ностальгирующее по советским временам. Дескать, смотрите, мы делаем все как в старе, все как в лучшие времена. Но в советские времена ЧВК не лезли вместе с корпорациями на Ближний Восток и Африку, отжимая месторождения. Не вели войны за газопроводы. Много чего не делали из того, что делает нынешняя империалистическая элита. В-пятых, российским внесистемным либералам тоже выгоден образ Советской империи, о чем я говорил в одном из относительно недавних роликов. С одной стороны, они так воюют с ненавистным им совком, а с другой снова продолжают проводить параллели между СССР и путинской Россией, набивая себе очки среди либеральной же публики. Наиболее отмороженная часть этих людей проводит даже конференции по деколонизации уже сегодняшней России, предлагая расчленить ее в принципе, что на практике, конечно, обернется катастрофой не только для нашей страны, но и для многих других. Наконец, в-шестых, еще в 90-е годы в недрах красно-коричневого движения возник миф о Советской империи. И данный миф является идеалом государственного устройства для подобного рода людей. Не революционная большевистская страна с экономическим выравниванием, с коренизацией, а этакая сильная держава под красным флагом. В результате для таких людей важен не социализм как таковой, а чтобы было что-то такое. Россия! Великая страна! Украина, блядь! Скоро станет русской! Мы нахуй опять захватим!
Поэтому не нужно удивляться живучести мифа о Советской империи, которая якобы угнетала свои колонии, потому что этот миф выгоден очень большому количеству людей. Но вот трудящимся массам по все стороны границ он запудривает мозги, он провоцирует межнациональные конфликты и отвлекает от реальной социальной, экономической, политической борьбы. Это тот самый случай, когда исторические мифы непосредственно влияют на нашу жизнь и, к сожалению, очень часто на смерть. Но ведь было же и другое в этом беспросветном мире. Были не всегда аккуратные, не всегда корректные, часто ошибочные, но все-таки не безуспешные попытки наладить реальную дружбу между народами, взаимопомощь между ними, причем и экономическую, и культурную. Очевидно, что развивая нации и национальное самосознание в рамках Союза, коммунисты, конечно, добились успехов. Но они же не смогли совладать с тенденциями, когда народившаяся на волне перестройки национальная буржуазия завершила таки процесс образования национальных государств. Возможно, мы еще придем к объединению и равноправному союзу, ведь это весьма и весьма актуально на фоне того, как российский капитал варварски эксплуатирует те же трудовые ресурсы из Средней Азии, ведет захватническую войну, на фоне того, что украинские элиты рвутся распродать свою страну западному капиталу и так далее по списку. И коль уж вам не нравятся империи и империализм, то вы должны помнить, что никто не преуспел в борьбе с ними больше, чем большевики. С вами же был канал Вестник Буря. Подписывайтесь, ставьте палец вверх, пишите много-много комментариев, делитесь видео с друзьями. Мир хижинам, война дворцам, дружба народам. До новых встреч!